самое главное остаться здоровым после того, как мы на вас влияем. Здоровая женщина никому не нужна. Ни мужу, ни родителям, ни детям, ни любовникам, которые... Нашел очень стройный человек, с очень длинной выразительной шеей. И начал читать лекции. И читал их без всяких бумажек, без всяких намеков на что-то, куда можно подглядывать. И он говорил с нами о литературе так, как до этого не говорил никто. Он был молодым, и он это помнит. И мне кажется, он душой очень молод. Он не ждет вот этого почитания, он ждет дружбы и человеческого отношения. Тогда, по-моему, еще не использовалось слово «креатив», его тогда, кажется, еще не было. Но нас учили быть креативными до того, как это стало мейнстримом. Надо утром посмотреть в зеркало и сказать: ты еще живешь, но живи и не мешай никому жить рядом. Я дарила ему стихотворение на день рождения. Так как была вот история с тем, что он прекратил преподавать, и ему нужно было собраться, перейти на новый вид деятельности. Вот сейчас он лекции читает на Ютубе, и для него это был довольно сложный период, я хотела его поддержать. И такое стихотворение. Давайте представим, что вам 37, мне сегодня столько же. В той забытой из ваших поэм, откуда сейчас вы смотрите, какие слова хотелось бы вслух сказать теперь возрасту этому? И что там твердит громогласно дух? Да, вам, авторитетному. А Саня сам, и Саня сможет смотреть без оглядки только вперед. И если других чего-то там гложет, то Саня свою дорогу найдет. Когда между разными нами раскинулся океан, легко увидеть глазами, зачем новый опыт дан. Но если оттуда вам что-то видно, то здесь разглядеть тоже дано. Таких, что в душе где-то очень скрытно являют с вами одно. Саш, уже я оделся почти. Можете заходить. Вы в чемоданчике в своем что привозите? Привозим Книги, во-первых. А во-вторых, одежду для каждой новой съемки, потому что на нового автора, потому что невозможно все время в одном. Угу. Мне очень понравилось, какой вы сегодня, очень такой спокойный, раскованный. Хотя, может быть, последние передачи, они все такие? Последние передачи вот такие, и Максим как-то так вальяжнее. Спокойнее тоже, да? Он Поймал кричит волну. уже. Он кричал так, что все вообще отскакивают от телефона. Для начала. Он, наконец, вашу волну поймал. Да-да-да. Нет, это же было очень хорошо. Вот когда мне говорят, есть два вида зрителей. Одни зрители пишут Максиму, что уберите Кацу, он мешает вам говорить, перебивает. А другие говорят, гоните вашего ведущего. Вы обойдетесь без него. Все, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. На это же, да, работаем? 2, 1. Здравствуйте, уважаемые друзья! Очередная радостная встреча с Александром Самуиловичем Кацевым. И, конечно же, с вами. Спасибо, что остаетесь с нами. Он испытывает от этого потрясающее удовольствие. Потрясающе. Ты идешь на работу? Хорошо. А я часа полтора поработаю. И он садится за стол, он что-то перебирает, что-то подготавливает, какие-то книги туда, какие-то сюда. И вот это доставляет удовольствие. Столько он набрал материала за все годы жизни, что меня вот потрясает
любая фамилия, которую называют, она мгновенно у него всплывает. А, да, вот книги стоят, вот там стоят, вот они об этом, об этом, об этом. То есть, знаете, это какой-то очень мужской ум. Я не очень знаю женщин, которые бы вот таким объемом материала владели. И то, что он делает за эти 1,5 часа, я прихожу, ты работал, да, но мне еще 5 минут надо. И вот эта возможность, желание это делать, оно заменяет все. Это такое для него удовольствие. Опять посмотреть какого-то писателя, опять о чем-то поговорить, опять что-то прочитать. Вдруг пришла просьба: вы еще не брали Розинера. Я не могу вспомнить, кто это такой. И он говорит: да, сейчас, достает с полки его книгу и тут же мне объясняет, что это такое и кто это такой. Я правда не помнила. Это женский мозг. Что меня поражает в Александре Самуиловиче, все, что он, извини меня, несет этому миру, это вот он сел и пошел. И это так удивляет, ну, приятно удивляет, что ему не нужен ни суфлер, ни подсказчик, никто ему не нужен. Ему нужен оператор и глупый собеседник там на 10 минут. Мне кажется, вот те уже под 100, матушки святые, под 100 передач, которые мы сделали, это же, ну, это целая литературоведческая библиотека в новом формате. Целая литературоведческая библиотека в новом формате. Маэстро же достает имена, которые могли бы быть незаслуженно забыты. Вересаев, Пельняк. Кто про них помнит, кто про них вообще, может быть, знал? А это ведь, ну, если не великие, то как минимум достойные к прочтению писатели. И таких фамилий, имен колоссальное количество. Поэтому это Александр Самуилович делает святое дело. Да, может быть, там это не такие просмотры, как на обзор шаурмы. Да. Но, тем не менее, ищущий да обрящет, имеющий уши да услышит. Стучитесь, и вам откроется. А для Чехова это было самым страшным, когда пришел хам, и этот хам учит образованных людей. Вот Россия под пятой хама, она впервые предстает у Чехова. Чехов, как никто другой, очень глубоко чувствовал непереносимость хамского отношения к человеку. Об этом его рассказы. Я в 3 вузах за всю свою жизнь больше 50 лет проработал. И мне очень интересно, когда в последние годы работы приходила там студентка и говорила: здравствуйте, вы учили мою бабушку. И так далее. Я кайфовал в Житпеде. Почему? У меня была очень хорошая заведующая кафедрой, и она была по рейтингу коммунистическому самой главной. У нее муж был зав. Отделом ЦК по науке, а потом стал 3-м секретарем по идеологии. И у меня был смешной случай, я все время писал. Я написал статью, что сочинение надо отменить. Пришел в институт, меня Клара встретила, Джидеева, совершенно потрясающе. Она дважды не повторяла, но она не давала никого, кто на кафедре, в обиду. И было спокойно, работа. Она меня встречает, говорит: проректор сказал, что мы с вами статью написали. Я говорю: написано, вот статья. Ставьте свою фамилию, я пошел. Она поставила, я пришел в вечерку к Козлинскому. Он говорит: мы столько твоей антисоветчины напечатали, это еще это. Я посчитал, недавно меня попросили, 66 произведений возвратил русской литературы, начиная с Гоголя и заканчивая Фурмановым. Только тогда, а потом уже. Вот. И я пришел к Козлинскому, он говорит: ты что вообще? Мы антисоветчину твою печатаем. Я говорю: ты посмотри, чья первая фамилия. Он пришел к редактору, тот же самое сказал. Слово в слово. Он говорит: посмотри, чья первая фамилия. А здесь был такой журналист Сандлер.
Он в это время зашел в вечерку и говорит, что такое? А вот есть. А чья первая фамилия? Все понятно. И он работал в Киртаге. Это все пошло по всем. Такое издание было. А кафедра педагогики в полном составе пошла в министерство требовать, чтобы меня лишили права преподавать за эту статью. И в министерстве сказали, идиоты, посмотрите, чья первая фамилия. После этого они сказали, мы всегда так думали. Я последние 26 лет проработал в Славянском университете и 23 года был завкафедрой журналистики. И недавно я встретил выпускника кафедры, который мне сказал, у меня к вам просьба. Я не знал, о чем он будет говорить. Он говорит, не прекращайте свои лекции, они нам нужны. Вот и все. Его же никто за язык не тянул, ни первого, ни второго. Поэтому правнукам, внукам и правнукам я могу смотреть прямо в глаза. Это очень интересно. Внучка, говорит, пальчик где-то стукнула. И старший внук ей говорит, какой пальчик? Она показала, он сфотографировал, прислали фотографию, я ее распечатал. И она у меня стояла на столе в университете. И когда заходило какое-нибудь начальство, я ее поворачивал в начальство. Оно уже мне ничего не приказывало, быстренько уходило. Это был как этот амулет, да? Да. Вот, поэтому я ее забрал, и она у меня стоит здесь, чтобы никто не приставал. Так, что ты еще хотела сказать? Я? Как ты нас любишь, ты хотела сказать. Это правда. Ну, слава Богу. Все, дорогая. Давай, заканчивай. И пока-пока. Пока-пока. Это же у вас прям традиция, да? Конечно. Когда она вот утром, она звонит нам. В первую очередь, я так поняла, даже, чем папе. А это уже он приучил. А из школы, когда ее везут, она звонит в Америку вторым деду с бабой. Это круто, это классно. А по субботам звонит старший внук. У каждого свой день. Они зовут его Саня, так как принято было в семье. Так звала его бабушка, мама. И все зовут его так, а меня Лиля. Я никогда не требовала, чтобы они не звали меня бабушкой. Наоборот, младшая говорит иногда, говорила, пока была маленькая. А сейчас ей тоже удобнее по имени. И они называют нас по именам, и это не наши требования, это их движение души. Полгода 2 раза отправлял ее помогать с внуками. Я это называю рожать внуков. Вот. И старшие, и вот средние, они с бабушкой все начинали. Причем у меня без анекдотов не обходится. Но первый раз я все готовил, мне тяжело было полгода самому готовить все. И вторые полгода отправляю. Пришел на факультет и говорю, девушки, мне нужна женщина. Девушки сразу побежали звонить Лиле Михайловне, что она не успела уехать, как я говорю, идиотки, мне женщина нужна убирать, стирать и готовить. Ну, Лилия Михайловна, я думаю, поняла юмор. Ты же не объяснял целевое назначение Так они же не дослушали, они же сразу побежали. Вот что значит контекст. Вообще, как соответствовать молодежи? Читать и еще раз читать. И в этом случае, если мы знаем что-то, и мы отбрасываем нравоучительный тон по отношению к молодежи, то в этом случае наш опыт может пригодиться. Но вам больше нравится современность или больше не нравится? А я вам скажу, мне современность не нравится, но это объективный процесс. Вокруг меня образовалось огромное поле пустоты. Ушли друзья. Ушли те, с кем было интересно. Это не метафора. Ночи напролет говорить о литературе, о культуре. Так оно было. У меня было несколько таких собеседников. Они ушли.
Значит, то, чего мы не договорили, осталось со мной, и я должен это высказать. У меня обязанность перед ними. И это не высокие слова, это не барабанный бой, это моя убежденность. Потому что если не мы, то кто? Учителя ко мне относились, как правило, плохо. Ну, если я на географии перепутал контурную карту мира с контурной картой Советского Союза, как мог ко мне относиться хорошо преподаватель, который прошел войну, а здесь вот какое-то такое вот существо не знает географии. Для меня единственным предметом был литература, которая мне давалась. Может быть, потому что диван, книга и все по боку. Или любимый герой, посмотрите лекцию по Гончарову. Любимый герой Обломов. Потому что ничего делать. Нет, не потому что ничего делать, а потому что слово важнее дела. Впервые в русской литературе это прозвучало. Ну, все начинается же с родителей. А родители, мать моя в 16 лет убежала из дома с бродячим театром на Украине, со своим молодым человеком, который стал ее мужем. Он стал первым секретарем горкома в Караганде. В 1937 году его репрессируют. Мать идет, а надо было выписаться из квартиры. Мать идет выписываться, ей паспортист шепнул: дайте адрес родителей. Она дает адрес родителей, выходит. А перед этим в клубе в Карагандинском ее исключали из партии, потому что она жена врага народа. И она не отдает партийный билет, ее выбрасывают в ночь, и она попадает в яму с известью. И рабочие, которые идут, шахтеры идут на работу, они ее оттуда вытаскивают. Дальше год и 7 месяцев камера, огромная камера в тюрьме в Караганде. И я только узнал в конце, мать не рассказывала ничего, для нее это было табу. И незадолго до смерти она рассказала. Там сидели все, там сидели коммунисты, те, кто ее исключал из партии, через некоторое время попали в эту камеру. И когда их водили в душ мыться, женщин, то туда пускали уголовников. Она сидела на этом высоком стуле, затекала ей спина, ноги, табуретка. И она падала без сознания, отливали водой, опять сажали на стул. И все время звучало слово «признавайся, признавайся». И она говорит, я никак не могла понять, в чем я должна была признаться. Она действительно была очень чистым человеком, в помыслах, в делах, потрясающе чистым. И она призналась. Я, говорит, вспомнила. И она взяла бумагу и написала признание о том, что когда она была подростком, богатые люди возили на рынок картофель. И они делали дырочку в мешках. Картофель высыпался, они брали этот картофель, собирали и пекли его в голодном своем детстве, пекли в поле. И когда она все это написала и сказала, вот я в чем виновата до сих пор, следователь ее очень сильно бил.
очень сильно. И вот этот эпизод рассказав, она как-то так заплакала, и мы больше не трогали. Это действительно больно. Через год и 7 месяцев ее освобождают, потому что вместо Ежова пришел Берия и выпустили 5%. Она с мужем не могла быть в Караганде, потому что воспоминания тяжелые. Они приезжают во Фрунзе, а что-то надломилось, как я понимаю. Она остается здесь и становится завконцертным отделом филармонии, а муж едет в Ош и создает узбекский театр. Она потрясающе готовила. То есть я не самый медленный человек в мире. Пока я делала один салат, у нее было установлено все на столе. Она была необыкновенным человеком. Мы сейчас немножко консервируем, но это такая капля в море, потому что она консервировала до 300 банок каждое лето. Если бы не было в мире гвоздей, гвозди бы делать из этих людей. Да. А она едет в отпуск на Иссык-Куль, там встречает отца, который после финской кампании, у него одна нога короче другой. Отец приезжает сюда с 60-м заводом, который потом станет заводом имени Ленина. И ему поручают создать, после войны возникла гениальная идея, воплощалась, чтобы инвалиды не побирались, создать артели инвалидов. И было создано несколько, одну из них пищевую, которая называлась «Пищевкус», создавал отец. Первый ребенок родился мертвым, а в 1946 году появился я. Я родился на спектакле «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого. Прямо на премьере, потому что мать была директором Русского драматического театра имени Крупской. Она не могла уйти, лечь в роддом чтобы меня родить. В 1947 году в этом городе была эпидемия полиомиелита послевоенная, и я попал в нее. В год и 4 месяца я обезножил. Так что хорошо, что это были конечности, потому что 10 детей проснулись, и у одного на головку было, у другого на руки и так далее, у меня на ноги. Мать сделала все, чтобы я пошел, и все курорты, которые вообще возможны, и здесь, и там в Сочи и так далее, она меня возила, чтобы я стал полноценным человеком. Знаете, когда мы поженились, мама со своей подругой на перегонки вот такую коллекцию собирала. Когда мы поженились, было, наверное, штук 10 собак. А потом я подумала, это же мне мыть, это мне дополнительная работа. И когда мама так интерес у нее ослабел к собакам, я быстренько собрала и бросила их на антресоли. И они на антресолях несколько лет пожили. Потом, когда мамы не стало, мне сын сказал: давай продолжим. Все-таки это бабушки. И мы стали продолжать. И с тех пор 10 собак вот так вот выросли. У нас за время существования семьи было 2 собаки. Мы даже выпустили книгу о собаках. Потому что когда внучку и внука укладывали спать, то нужно было что-то рассказывать. Мы рассказывали про наших собак. И внучка сказала: слушайте, а почему бы мне написать книжку? Мы работали 3 месяца в Индии, написали книгу о собаках. Мы все время жили с большим количеством родственников. Я несчастный ребенок. Родители были на работе, а родственники решали на мне свои педагогические задачи. У меня сестра на 17 лет старше. То есть она занималась мной. А когда
она уехала с мужем в Сочи, меня отправляли в Сочи. А в Сочи я не море видел, я видел груду задач, которые ее муж давал мне решать. И все эти каникулы я вот этим и занимался. У меня один родственник, когда я получил в Москве академика, Елена Михайловна позвонила, близкий родственник. Он сказал, перезвонил, сказал, что там случилось. Он говорит, Саня получил академика, Академии педагогических и социальных наук. Он говорит, не может быть. Он говорит, почему не может быть? Он математики не знает. Это было все на полном серьезе. Семья была потрясающая, знаете. Когда мы первый раз приехали, открыла дверь мама, она стояла, у нее в руках был тюк белья, который она несла в прачечную, потому что ей некогда было заниматься этими глупостями. И она как-то так сразу обрадовалась, и это было все. Это было все, когда тебе рады. И дальше, я до сих пор помню этот обед. Я сидела около отца, он был такой величественный, такой роскошный человек. Я никогда не видела его за без ножа и вилки. Знаете, вот в нем какая-то была внутренняя такая напряженность. Это он. Когда я лежала с ним в больнице в последние его 10 дней, ко мне подошла женщина, которая работала на фабрике, и спросила, это тот человек, который всегда без 10:09 переходит дорогу, идя на завод, на ликероводочный. То есть вот какое-то особое достоинство, педантичность во всем. Под вами скрипит стул. Тоже исторический скрип. А как же? Этот стул очень интересный. Отец делал артель инвалидов после войны, а потом на ликероводочном работал. И делал экономическое обоснование киргизскому бальзаму, который делал Кмышев. Вот. И когда отец умер, вдруг мне позвонили из ликероводочного завода женщины из его отдела. Сказали, придите. Я пришел, и они говорят, мы не хотим, чтобы на кресле вашего отца кто-то сидел. А далее я его принес домой, поставил, и вот сижу на нем, и, может быть, оно мне помогает всякие интересные вещи делать. Мама была замдиректора оперного театра, а еще директором строящегося театра. Оперный театр был в Дубовом парке, и этот театр строился. И она, насколько я понимаю, была человеком дотошным и так достала строителей, что когда спорили, какая должна быть гостиная, ее сделали малахитовой, зеленой тире, в честь фамилии моей мамы. Ее фамилия была Зеленая. Она здесь встречает эвакуированный, например, сюда большой симфонический оркестр Ленинградского радио под руководством Натана Рахлина. Она встречает здесь Эдди Рознера, создателя джаза в Советском Союзе. Вначале мы жили в театральном доме, который располагался там, где кинотеатр «Хроника», между Алатоу и Дубовым парком. Поэтому я видел заслуженных инородных, которые ходили в черных сатиновых трусах, которые там в 6 утра вставали, чтобы поесть хаш с ледяной водкой, которая всю ночь лежала в арыке, а арык протекал по нашему двору. Поэтому все премьеры, театр для меня 1, 2, 3 были той средой, в которой я жил. Возьмите эти торфяные районы, Анкара на востоке, Эльбрус на Кавказе. А если построить плотину на Волге? А где на Волге? Это очень интересно. Мы с другом, который потом станет журналистом на радио,
на московском радио, Миртов был такой, Александр Валерьянович. Мы с ним пошли поступать в университет. Поступили в университет, не было здесь журналистики, а мы же себя считали будущими журналистами. Мы поступили на филфак. И филфак был просто блестящий. И мы это поняли, когда после первого курса поехали с ним в Алмату переводиться на журналистику. Это летнее время, никого нету, мы ходим по факультету журналистики, вдруг одна дверь оказалась открыта. Оказалось, это кафедра печати. И был такой Колосов, завкафедры. Мы зашли, ребят, вы что здесь бродите? Да вот мы хотим переводиться. Откуда? Из Киргизского университета. Вы что, говорит, с ума сошли? У вас такие преподаватели, захотите писать, будете писать. После окончания, почему не помню, почему не знаю, надо было ехать, конечно, по направлению, но я почему-то не пошел ни в газету, ни на радио. Ну вот журналистская как-то, она отодвигалась, она была каким-то таким знаковым событием. Ну вот я не пошел никуда, меня приняли на работу в библиотеку Чернышевского. Я ровно месяц, все гуляли и пили, отмечали окончание университета, я с 9 до 5 сидел в отделе в библиотеке Чернышевского, был справочный библиографический отдел. А один из моих сокурсников пришел, говорит, что ты просиживаешь штаны? Поехали в Пржевальск. Это город красивых девочек, и надо посмотреть. Театр дал автобус, мать купила бензин. Ликероводочный дал 2 ящика водки. Крутые у вас родители. А как же? И мы добирались, отец поехал с нами, и мы добирались 2 суток до Пржевальска. Приехали в Пржевальск, но завтра, послезавтра уедем. И сложилось так, что все 12 человек, которые приехали, они до Нового года уехали. Один я остался на 7 лет в Пржевальском пединституте. И я познакомился со студенткой, и закрутился роман. Сразу, ну, через какое-то время сразу, а потом мне я сказал, или собирайся, уходи, или оставайся, тогда на всю жизнь. И она осталась. У нас там были очень сильные преподаватели. Десанты, которые случились на 2-м курсе, из Фрунзе, из Москвы приехали, из Воронежа, из Питера. То есть какая-то очень большая группа преподавателей. И образование у нас было даже сильнее, смею сказать, чем в КНУ тогда. Потому что приехали действительно одаренные, интересные люди. Он говорил с нами о литературе так, как до этого не говорил никто. И, конечно, это привлекло внимание, и пришлось так быстро все это записывать. И кончилось все это тем, что у меня закончилось чернила в ручке, очень банально. И он предложил мне свою ручку, я сидела на первой парте. До сих пор советую своим студентам, садитесь на первую парту. И, ну, так бы это, конечно, смешно и закончилось все, но у нас мама с папой и дедушка все работали на заводе Кирова в Алма-Ате. Это была базовая такая наша жизнь в Алма-Ате, завод Кирова, который был эвакуирован в свое время из Питера. И с этого завода приезжали на пристань, которая была около Пржевальска, командированные. И они когда-то привезли от родителей мне бандероль. И вот этот человек, который привез бандероль, стал нашим другом. Его жена, его сын. И естественно, что она работала на кафедре, и мы с ним подружились, и с ней подружились. Естественно, что Кацев стал приходить туда, кафедра была одна. Ну и легенда о ручке, это, конечно, красиво, но, конечно,
мы встречались у Финовых, конечно, это стало тем местом, в котором нам было хорошо. Полгода мы скрывали свои отношения, и когда мы вернулись, и я уже пришла на 3-й курс, а он продолжал работать, то мы поставили всех перед фактом, и ни у кого в голове не случилось, что мы не расписаны. Мы действительно год, как-то так это все шло мимо нас. И год мы прожили, не расписываясь. И когда мы через год расписались, прямо в Пржевальском ЗАГСе городском, потому что мне надо было получать диплом, нужна была фамилия, это стало таким большим сюрпризом для всей кафедры, просто шоком. Но когда мы вернулись после лета, были, конечно, люди, которые подходили и спрашивали, прямо откровенно в лицо, а почему ты? А почему не я? А что, как могло произойти, что ты? То есть, ну вот тот ореол образованности, тот ореол знаний, он, конечно, покорял многих. Я был ее преподавателем, ставил ей двойки, она меня не кормила за это ужином и обедом, но я ставил двойки, и у меня была присказка: если собственной жене ставлю двойки, то всем остальным сам Бог велел. И мне не надо было натягивать там чего-то. А с другой стороны, мы близки по гуманитарному образованию, но каждый занимается своим делом, и каждый в этом деле, ну, что ли, мастер. Тот часть из тех, кто посмотрел сериал, спрашивает, когда будет Розинер. А Розинера готовишь? Уже готов. Вот Стараюсь записать. Это здорово Розинера дать. По-моему, они не забыли вообще. Ну, книжка потрясающая. Ну, а сейчас всех забыли. Знаешь, вот если бы тебе удалось сделать совместно Пикуля и Нагибина, потому что новелла на одно время, я это скажу о том, что историческое повествование Нагибина передает эпоху, в отличие от других писателей. Что было темой вашей первой серьезной научной работы? Фурманов и проблемы документализма. Это Рудов меня направлял, это началось с дипломной работы. А когда я поступил в аспирантуру, я поехал в Москву. Я 3 месяца сидел в Москве и получал бешеное удовольствие в библиотеке Ленина. Вот этот вот шкаф большой был забит микрофильмами книг. Я не ксерокс сделал, потому что это было 16 страниц можно было только отксерокопировать. А микрофильмы можно было делать. Мне подсказал кто-то, я делал негативы, а потом, приехав сюда, пошел в фотографию, мне сделали книги. У меня были книги на лист фотографический. Вот. Жил я в квартире семьи моего куратора. В 9 утра я в библиотеке Ленина, в 5 часов я иду поесть, в 7 часов я в театре. Я пересмотрел все спектакли в театре «Современник» и все спектакли в театре на Таганке. Когда я на Таганке пришел в 3-й раз там, вешать пальто на вешалку, меня женщина, которая принимала пальто, спросила: как вы? У нас больше 1 раза не бывает. Я говорю: да я племянник вашего художественного руководителя, любимого. И мы попадаем на спектакль, на премьеру спектакля «Пугачев» по Есенину. А Пугачева играет Высоцкий. Я этой ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит за буйство и утро. А рядом сидит со мной красивая женщина. Я понимаю, кто это. Я понимаю, что в антракте ее разрывают на автографы. Марина Влади сидела, и она так удивленно на меня посмотрела, говорит: а вам? Я говорю: ну что же я буду красивую женщину заставлять там чего-то делать, там, хамским образом. Она говорит: 1 минуту, закончится спектакль, не уходите. А там продавались сборники Есенина.
Сборники Высоцкого. Есенина Высоцкий. Я такой купил. Она у меня забрала и принесла мне 2 автографа, свой и Высоцкого. После аспирантуры у меня набран материал. Я сажусь, я получаю удовольствие от того, что я работаю с этим материалом. Я напечатал Гоголя, которого ни разу не упоминали, ни критика при советской власти не печатали. Это последнее произведение «Размышления о божественной литургии». Я был одним из тех, кто возродил того же самого Пельника. Сборник его вышел в 1967 году, но тогда, когда были возможны напечатать его произведения более полно, это придавало, с одной стороны, такой вот запретительный момент, что мы были первыми, кто, а это пройдет, а это будет напечатано. А во-вторых, это было интересно, потому что открывалась, возрождалась история литературы, когда были там пропуски кого-то, а здесь вот более полно, потому что впервые здесь была напечатана та же самая Зинаида Гиппиус, ее стихи, ну и так далее. Булгаков, который был здесь напечатан, его рассказы 20-х, 30-х годов, которые были просто забыты. Не вру, я сидел за столом и так смотрел, меня сейчас арестуют. Потому что здесь у меня в журналах запрещенное, потому что библиотекари сохранили, потому что они не вырвались произведения тех, кого репрессировали, произведения тех, кто уехал за границу, они все были. Это было целенаправленно сделано, чтобы сохранить культурное наследие. Это подвиг был библиотекарей. Потому что если бы кто-то нашел и кто-то бы узнал, конечно бы могли и репрессировать, и выгнать с работы и так далее. А я попал тогда, когда это мне было интересно. Все сошлось. Все сошлось. Это пролежало годами, десятилетиями пролежало. Пролежать, если бы Да. не попало. Да. А отсюда уже Москва печатала. Наши журналы. Наши журналы, наши газеты перепечатали. Гонорары были. Только я на все гонорары скупал журналы и отправлял всем друзьям по всему Советскому Союзу. Лучше было с газетами. Тогда я покупал конверты, отрывал страницу газеты, вкладывал и бросал в ящик. А журналы надо было идти на почту и делать бандероли. И не просто дороже, это время занимало. И как-то я получил письмо с Кавказа. Уважаемый Александр Самойлович, вы мне прислали письмо Раскольникова Сталину. Мы читали на сборе нашего там городка, чего-то там кавказского. Вот. Но пока я там с кем-то разговаривал, меня украли. Не могли бы вы еще один журнал прислать? До 90-го года успел напечатать эти 65 произведений. То он вообще превратился в последнего из могикан, как мне кажется. Как специалиста в области литературоведения, литературы и носителя культуры. И с моей точки зрения, я, наверное, не прав и субъективен. Для меня мнение Саши намного дороже, чем мнение Дмитрия Быкова. А пока я ожидал наш разговор, пока налаживалась все это аппаратура и Zoom, я хохма ради решил проверить, что мне скажет Copilot. И я на английском языке спросил у Copilot, потому что я не предполагал, как он мне может ответить. Но я на английском языке спросил, вот как ты считаешь, как ты считаешь с точки зрения знаний, экспертиз, кто круче, Дмитрий Быков или Александр Кацев? И оказалось, что Александр Кацев известен Copilot'у, но он сказал, что они оба очень известны, и что с точки зрения экспертизы в особых областях, он не указал каких, Саша круче. Это ж вообще фантастика.
2000-м Карабаев был проректором по международным связям. Он меня 30 августа пригласил, сказал, вся кафедра ушла в УЦА работать. Во главе с заведующим кафедрой. Остался только Князев, Саша. Вот и все, иди руководи, ты же защищал диссертацию в Москве на факультете журналистики докторскую, иди руководи кафедрой журналистики. Для меня это было, с одной стороны, я хотел быть журналистом, это все, а с другой стороны, как начинать учебный год, когда никого нет. Начали вдвоем, потом появился третий, потом я начал искать выпускников, которые были бы личностями, потому что самое главное в преподавателе – это личность. Самое главное, что нам внушали и что удалось внушить, что это не беда, если ты чего-то не знаешь, это не беда, если у тебя там не сходится мнение с кем-то. Самая главная беда – это быть банальным. Вот это единственное, по-моему, что всегда порицалось и Александром Самойловичем, и кафедрой. И это очень здорово, потому что кафедра журналистики и Александр Самойлович действительно выращивали небанальных журналистов. И вот что самое прикольное, можно посмотреть на выпуск, допустим, нашего года, и мне кажется, что в предыдущие годы то же самое, несмотря на то, что есть такой, я не знаю, такой стереотип, что это же российский вуз, и он должен быть немножечко пропагандистским, да? Но если посмотреть на то, какие журналисты всегда выходили оттуда, они сейчас работают в абсолютно разных изданиях. И с точки зрения направленности, и с точки зрения политики редакции, и с точки зрения владельцев. То есть сказать, что все пошли по одному пути, нет, все пошли абсолютно разными путями. И это, мне кажется, круто. Вот эта фраза, что мы вас не научим, идите работайте, и кафедра всегда поощряла людей, которые шли в профессию. Он сразу всем на кафедре жестко поставил условие, если человек работает, просто не трогайте, просто помогайте. Мы единственные, кто на факультете международных отношений сделал заочное отделение. Вот и все. Поэтому в этом случае в 7 утра я был на работе. Все знали, что я в первой половине дня это я на работе. Чай, кофе и сухари всегда есть на кафедре. А с другой стороны, сухари существовали как символ. Тот, кто из преподавателей решит разводить, будет сушить сухари. Я не знаю, как сейчас на кафедре журналистики, но я уверена, что закончилась эпоха. Потому что Александр Самойлович – это большая величина в жизни кафедры, и по-другому просто быть не могло. Кто бы ни пришел сейчас на кафедру, кто бы там чем ни занимался, это такой челлендж большой, потому что планочка очень высоко поднята. Я верю и надеюсь, что есть или будет человек, который тоже так же поведет за собой, но невозможно быть таким, как Кацев. Он очень открытый человек, и я не знаю, для всех ли, но мне повезло. Мы общались и вне университета, я брала интервью, и для студентов он был открыт всегда, в том числе и в качестве друга. У него почти все были дома, почти все приходили к нему в гости, и это были всегда интересные очень разговоры, глубокие. Он же не только про литературу интересно с ним разговаривать, вообще в целом о жизни. Он очень мудрый человек, ироничный, с чувством юмора и шуточками интересными. И разговаривать про жизнь с ним тоже было всегда интересно. В те годы он был для меня педагогом, но, если честно, если бы я знала, сколько любви, внимания в Лиле Михайловне и в Александре Самойловиче к своим студентам, как они сидят, они как футбольные болельщики, сидят у телевизора, ждут новостей о своих студентах, знают, кто где учится, кто где работает, кто куда уехал, устроена ли личная жизнь. Их это все волнует. И если бы я знала в те годы, насколько им это важно, мне кажется, я бы была, наверное, поупорней в своей стезе.
Но сейчас я это знаю, и это мне очень помогает в жизни. Это большая поддержка. Мы между собой, бывало, так спрашивали, интересно, сколько ему вообще лет? Потому что иногда казалось, что ему лет 100 не меньше, хотя, конечно, такого быть не могло. Но когда он говорил такие фразы, по-моему, я родился на задворках театра, что ли, что-то вот такое, или на сцене я родился, что-то вот, я сейчас смутно помню, но что-то вот такое было, и казалось, будто он рассказывает про какие-то, не знаю, дореволюционные времена. И мы такие, ну сколько ему может быть лет? И вот когда он рассказал про каких-то писателей, это казалось, будто он как минимум лично с ними знаком. Хотя с некоторыми он точно не мог быть лично знаком, да, а с другими кто знает. Ну, наверное, вот это то, что умение преподнести так, что казалось, будто ты общаешься с очевидцем тех событий. На втором курсе я выпустила первый свой сборник стихотворений, он назывался «Я». И почему-то я ожидала критику, если честно. Я так со страхом пришла на кафедру, передайте, пожалуйста, мои сборники Александру Самуиловичу. Я ожидала, что ему там что-то не понравится, но он был в таком восторге и хвастался этим сборником, и всем его дарил. Да, он был не идеальным, но для того возраста, и Александр Самуилович именно тот человек, который понимает, что ты не можешь стать сразу каким-то супергениальным. Это приходит с опытом, и он, зная, сознанием дела, воспитывал в нас желание писать. Он постоянно дает мне советы и постоянно меня критикует. И я обожаю его критику. Он частенько, конечно, извиняется, боится обидеть. Но это меня нисколько не обижает, потому что его взгляд настолько глубокий, настолько другой, какой я себе вообразить в своей голове не могу. И это меня очень сильно направляет. Не ко всем его советам я прислушиваюсь, что-то я оставляю так, как нравится мне, но я имею в виду, что можно на это посмотреть совсем по-другому, и это мне очень помогает в жизни. Мне кажется, что вот самое яркое воспоминание, первое о нем, это утро, 7:30 утра, учитывая, что до университета ехать час, в 6:30 я уже была на остановке, то есть проснулась я в 6. 7:30 я на паре в кругу своих одногруппников и говорю вслух: я самая красивая, я самая умная. И вот с этого первого курса, как мы начали говорить эту фразу, потом уже она стала, может быть, и на автомате, но она уже стала в мозг доходить, и я поняла, как она была вот сейчас, через много-много лет, это вообще уже переросло в то, что, ну, вообще переросло сразу же, через какое-то время, в уверенность, что ли, в мотивацию. Но меня в школе всегда унижали. Я был униженным и с точки зрения одноклассников, и с точки зрения учителей. И это во мне сидело. И когда я стал человеком достаточно успешным, я решил, что те, кто приходит, они нуждаются в какой-то опоре. А словесная опора – это самое главное. Поэтому она родилась и пошла, и из 23 лет работы на кафедре, наверное, лет 19 она существовала и переходила. И мы готовили не только по специальности. Как оказалось, мы готовили успешных людей. Ни один наш выпускник не стал неуспешным человеком. Неважно, занимается он журналистикой и занимается вот та формула «я самый умный», самый красивый и самый талантливый. Она работает. Она работает, и для людей очень важна. И вторая формула тоже работает. Больная женщина никому не нужна. А знаете, почему первая формула работает? Потому что, к сожалению, так мало в жизни тех, кто умеет это произносить другому. Но зато, Саш, это стало своеобразным знаком того, что мы с тобой вместе, мы с тобой одной крови, как в Маугли. 15 человек у меня защитились, за все 15 я отвечаю по качеству. Понимаете? Поэтому в этом случае они читали то, о чем они писали, и понимали, что они делают. Что по литературе,
что по журналистике. 5 у меня по литературе защитились, по фольклору, остальные по журналистике. А если на прогулку, то вы в какое время выходите? Вечерком на прогулку выходите? Да, вот где-то часов в 6, когда не жарко. Стараетесь каждый день, да? Я вообще не стараюсь, мне это на дух не надо. А кто старается? Лилия Михайловна. Лилия Михайловна старается, поэтому мы доходим до магазина, покупаем мороженое. Дальше, Вам нужно мороженое у вас, да? знаете, кому нужны там спиртные напитки, там сигареты, а мне нужно мороженое. Почему вы не уехали с Александром Самойловичем? Дело в том, что Кацев стал председателем общества. Здесь была организована школа с еврейскими предметами, изучающими иврит. Это была одна из возможностей. Я никогда не забуду, как наступили пасхальные дни еврейские, а здесь не было той еды, которую евреи употребляют или едят в пасхальные дни. И я, ни на что не надеясь, позвонил в московскую синагогу, сказал: здрасте, я такой-то. Никто меня не знал. Мне надо 1,5 тонны вот этого мацы. Они говорят: а куда, а чего, а как расплачиваться будете? Я говорю: вы присылаете, мы реализуем, а деньги я вам привезу. Я получил 1,5 тонны. Мы накормили алматинских евреев в том числе. А потом я положил в карман, это было лето, жарко, никаких сумочек, ничего, положил в карман эти деньги, приехал в Москву, сказал: вот, ребята, получите. Мы за время его работы отправили приблизительно 1006 человек в Израиль. Для того, чтобы они комфортно уезжали, то, что первое время это был ужас. Нужно было ехать в Москву, оформлять визу, нужно было какие-то колоссальные вещи проделывать. Люди ночами ночевали около посольства, не знали, куда притулиться, ничего невозможно было. И когда он стал председателем общества, он добился того, что сюда начал приезжать консул. Консул иногда принимал больше 100 человек в день. Мы работали все. Наш телевизор на саночках возили в библиотеку Чернышевского. Письма, которые мы получали во время войны, предположим, с Ираком, читались вслух. Все переживали за людей, которые уехали. Когда люди приезжали оттуда, каждое воскресенье выслушивали, что они думают, что говорят по этому поводу. Иногда приходили люди и говорили: а что вы здесь делаете? Чего вы здесь собрались? На вас тут одну бомбу бросят и все. Но оказывалось, что это интересно. И приходили первый раз, второй, потом оставались и начинали ходить постоянно, а потом уезжали. То есть вот такая планомерная работа приводила к тому, что люди находили для себя комфортное жилье здесь, существование, и уезжали спокойно. Сюда подъезжали огромные автобусы, вывозили их. Почему вы, Александр Самойлович, остались здесь? А не на кого было оставить общество. А потом случилось так, что работа в Славянском затягивала опять. И когда случилась онкология, на вторую операцию сын договорился, и мы уехали в Израиль вторую операцию делать. И решили так, что если мы сможем выдержать вот это диван, рынок, магазин и город Сдерот, если мы сможем 2 месяца, или сколько мы там будем, встанем и уедем. Максим, мы не выдержали.
Мы не выдержали, мы не можем без работы. И даже несмотря на то, что уже был пенсионный возраст, мы не могли без работы. И мы опять вернулись, и опять была работа. Работа была интересная, да, без общества, но полностью переключились на славянский. И журналисты, то, что наши журналисты делали, тогда не делал никто. И работа, и праздники, которые они проводили. Каждый праздник был расписан, и каждый курс проводил там, Новый год, День учителя. Знаете, для журналиста это важно. Написать сценарий, взять микрофон, выйти на сцену, говорить что-то. Мы готовили к юбилею, какому именно, не вспомню, готовили поздравления с моей одногруппницей Женей. Причем сидели на паре и решили, что у нас должен быть поздравительный номер. А так как я пишу стихи, решили сделать его в стихотворной форме. Она была клоуном Евгешкой, жизни, ирония, насмешка, а я была Кощеем Бессмертным. И в столовой университета, когда сидели все преподаватели, полная столовая преподавателей, мы нашли яйцо бессмертия под Лилией Михайловной. Клоун Евгешка случайно разбил его, а мы собирались подарить это яйцо Дону Кацеву на его юбилей. И тут я говорю, нет, Женька говорит, Кощей, может быть, ему не нужно бессмертие? Да, действительно, а зачем ему бессмертие? Мы его бессмертие. Все время была работа. Невозможно было уехать. Уехать на то, чтобы нас бы там на работу не взяли даже дворниками. Были ли какие-то моменты, когда вы, не знаю, хотели немножечко пожаловаться на жизнь, когда вам было? Никогда в жизни. Никогда. Дело в том, что до 60 лет, когда ему исполнилось 60, проснулись другие болячки. А полиомиелит, да, он хромал, но это не снижало значимости его образованности, интеллигентности и умения общаться. Не было проблем с этим вообще. Я даже перестала замечать, что он хромает. Но в 60 лет случились другие заболевания, другие там онкология, которые мы преодолевали. Вот это было уже потом тяжело. Потом была операция на позвоночнике, которая связана была как раз с тем, что скошен позвоночник. В общем, да, операция была в Испании, которая требует отдельной новеллы. Это действительно красиво было. А потом, вот последние несколько лет его догнала остаточное, вторичное возвращение полиомиелита. Почему он сейчас не может ходить? Это называется постполиомиелит. Невропатолог, который поставил этот диагноз, глядя нам в глаза, сказал, нет протокола лечения. И если вот я еще бьюсь и ищу волшебника, который мог бы помочь, и привожу бесконечно каких-то людей, которые говорят, заплатите, и я все сделаю. Я молча все это делаю, но пока что нет протокола лечения. С этим ничего не сделаешь. Я только всех прошу, есть бабушка какая-нибудь, волшебница, взмахнет рукой, и все будет в порядке. Я каждый понедельник жду с внутренним волнением, потому что как только в 11 часов мы публикуем в Ютубе лекцию, где-то через час, через полтора звонит сын с женой и младшей внучкой. И начинается разбор полетов. Да? Начиная там, какие на мне носки были, не говоря уже о нижнем белье. И кончая текстом того, чего мы говорили, как мы говорили, почему мы говорили и зачем мы это говорили. Вот и все.
Поэтому я, когда читаю лекцию, я ориентируюсь, что я получу. Как тот самый герой сказки своей. Ваш самый главный зритель обязательно посмотрит. Обязательно. Что будет завтра, не знаю. Что будет послезавтра, не знаю. Пока лекции меня интересуют. Станет скучно, значит, надо будет искать что-то другое. Я встречаю себя на страницах книг. Я могу быть таким, каким захочу. Удивительно, как этот выбор велик. Милый мой друг, я тебя научу. В этих книгах начало, дорога и свет. Мир, в котором ты больше, чем тело. И однажды в себе ты откроешь ответ. То, что раньше сказать не сумел бы. Среди всех этих строчек мы ищем свои. Обрести, чтобы собственный голос. И однажды в пути мы с тобой устоим. Ведь за правду души мы боролись.